Это не просто очередной бюджетный ОБД-сканер. Это профессиональный инструмент на базе Android с Bluetooth модулем и 8-дюймовым экраном. Вот его главные плюсы, о которых нужно знать прямо сейчас. Полная свобода от проводов через Bluetooth. Забудьте о коротких шнурах и сидении в неудобной позе. Вы можете ходить вокруг машины, проверять проводку под капотом или копаться в багажнике, а планшет с живыми показателями параметров будет у вас в руках. Он сам определяет вин-код машины, что ускоряет работу мастерам и облегчает жизнь простым автовладельцам. Здесь есть двухсторонняя диагностика с тестами механизмов, благодаря которой можно принудительно включать вентилятор, бензонасос, форсунки, стеклоочиститель, клапаны и другие исполнительные механизмы прямо со сканера для проверки их работоспособности. Поддерживает функцию кодирования некоторых блоков. Имеет более 30 спецфункций, от сброса сервисов до прописки форсунок. Поддерживает самые современные протоколы для новых автомобилей. Я бы даже сказал, что это не протоколы, а технологии. Это огромный вклад в будущее, что позволяет работать с самыми современными авто многие годы вперед. И самое главное, за все это нет никаких скрытых поборов. Софт и базы марок обновляются абсолютно бесплатно всю жизнь этого прибора. Также данный прибор поддерживает официальный доступ к защищенным блокам управления современных автомобилей, где многие бюджетные сканеры сталкиваются с ограничениями доступа. Рад вас видеть, друзья. Давайте поближе познакомимся с этим прибором. Прибор пришел вот в такой упаковке. Здесь у нас имеется пломба. Здесь у нас сам прибор, довольно увесистый. Сзади прибора у нас адаптер, свисток, который крепится на магните. Держится довольно хорошо. Здесь у нас Ethernet кабель, DOIP. Далее инструкция на английском языке. И упаковочный лист. Здесь у нас указано, что должно быть в комплекте. Это у нас переходник, USB Type-A и под кабель Ethernet. Кабель USB Type-C, довольно толстый. Разветвитель для диагностики. Это у нас подключаем к диагностическому разъему автомобиля. Сюда при необходимости Ethernet кабель, DOIP, а сюда можем подключить наш адаптер. И в комплекте у нас также присутствует блок питания. И к нему переходники под разные типы розеток. У самого прибора имеется на задней стороне подставка, которую мы можем использовать как подставку, либо можем закрепить на руле, что очень удобно при диагностике. Также у нас имеется разъем USB Type-C, а также USB Type-A. Он предназначен для подключения дополнительного оборудования. Например, такого как эндоскоп, осциллограф или тот же DOIP кабель через переходник и клавиша включения. То есть абсолютно ничего лишнего, очень практично, довольно приятный дизайн. После включения нужно будет обновить программное обеспечение. Для этого я пойду туда, где есть Wi-Fi. Первый плюс данного прибора это то, что после включения нам необходимо выбрать всего лишь язык, и прибор полностью готов к работе. Нет никаких принудительных регистраций, создания учетных записей. Ну, дальше по меню я вам все расскажу. Здесь тоже довольно все интересно. Сейчас я обновлю марки автомобилей. Wi-Fi ловит очень хорошо.
Я сейчас от дома примерно в 50 метрах. И до машины спокойно достает сигнал Wi-Fi. Закрепил на руле. Сейчас проведем небольшую диагностику на автомобиле Chevrolet Lachetti с мотором 1.6. Это диагностика по K-Line, то есть по самой древней диагностической линии на данный момент. Посмотрим, как прибор справится с таким старым автомобилем. А затем покажу на более современных автомобилях, что он покажет на них. Здесь мы можем подключиться к автомобилю по ВИН-коду. Но данный автомобиль не поддерживает по ВИН-коду, потому что ВИН-код не записан в блоке управления двигателем. Я вам просто покажу, как это все происходит. Как видим, ВИН-код он не смог прочитать. Поэтому мы вернемся назад. Здесь можно ввести ВИН-код вручную. Но я не буду его вводить, потому что он уже у меня есть в памяти. Вот это вот хорошая вещь. После каждого завершения диагностики нам сканер напоминает, чтобы мы не забыли адаптер в диагностическом разъеме, что бывает довольно часто. Заходим в историю. Выбираю свой автомобиль. Lachetti. Здесь мы можем продиагностировать блок управления двигателем, блок управления автоматической коробкой передач, систему АБС и систему подушек безопасности. Давайте сначала попробуем с АБС. Здесь мы можем прочитать ошибки, удалить ошибки, посмотреть поток данных в реальном времени, протестировать механизмы и посмотреть информацию о версии. Давайте протестируем привод, насос мотора. Вот, как мы слышим, заработал насос. Тест завершен. Насос работает. Посмотрим ошибки. Ошибок у нас нет. Поток данных можно посмотреть. Вот такие здесь параметры. У каждого блока управления системой ABS они будут отличаться. Выключатель стоп-сигнала. Нажимаю на педаль. Нажимаю. Отпускаю. Работает быстро. Даже по такой древней линии K-Line. Далее давайте посмотрим блок управления двигателем. Мотор 1.6. Я все показывать не буду, просто покажу скорость работы и что оно действительно работает. Здесь также мы можем посмотреть ошибки, коды неисправности. Как видим, у нас есть ошибка 1628. Мы можем ее удалить из памяти. Посмотрим. Все, ошибок у нас нет. Удалили ошибку. Здесь можем посмотреть поток данных в реальном времени. Давайте дроссельную заслонку посмотрим. Видим, у нас положение дроссельной заслонки 8,4. Сейчас нажму на педаль. То же самое мы можем посмотреть в виде графиков. Для этого необходимо 2 раза нажать вот сюда. Нажимаю на педаль. Отпускаю. Нажимаю. Отпускаю. Нажимаю до конца. Отпускаю. Работает очень быстро. Допустим, то же самое можем посмотреть не только в процентах, а посмотреть именно напряжение. Здесь, как мы видим, у нас показывается именно напряжение. Датчика положения дроссельной заслонки составляет 3,9 вольта. Нажимаю на педаль. То же самое в графиках. Нажимаю на педаль, и напряжение у нас снижается. Отпускаю, нажимаю, отпускаю. В общем, вот так все работает. Система подушек безопасности.
Почитаем коды, ошибок нет. Если бы были ошибки, здесь мы могли бы их сбросить, удалить из памяти. Также, допустим, при подключении у нас загорается индикатор. Когда выходим, индикатор должен погаснуть. Давайте теперь быстренько пробежимся по меню. Здесь можем осуществить поиск автомобиля по ВИН-коду. Здесь выбор по марке. Марок здесь довольно много. Они разбиты по категориям. Можно посмотреть все. Американские, европейские, азиатские и китайские. Кому интересно, вот все марки. Это просто диагностика через ОБД. История. Кстати, управление можно осуществлять жестами. То есть не только нажимать здесь, чтобы вернуться, а можно жестами сделать то же самое. Это отчеты по конкретному автомобилю, если вы их сохраняли. Это обратная связь с разработчиками и сообщество DollarFix. Далее техобслуживание. Это у нас так называемые сервисные функции. Здесь их очень много. По-моему, 35 сервисных функций. Они периодически при обновлениях добавляются. Раньше их было меньше, насколько я знаю. Мы их можем посмотреть в таком виде. Либо вот в таком. Здесь есть функция сортировки. Допустим, мы какими-то функциями пользуемся наиболее часто, а какими-то более редко. Поэтому вы можете функции, которые вам нужны чаще всего, перемести вверх списка. Для этого нажимаете «Сортировка» и просто, к примеру, перемещаете сюда. Нажимаете «Хорошо», и список становится более удобным именно для вас. Вот такие здесь сервисные функции. Далее в центре обновлений мы можем обновить программное обеспечение для марки, которая вам нужна. Далее здесь мы можем обновить программное обеспечение именно для сервисных функций, которые мы только что смотрели. И программное обеспечение самого прибора. Здесь у нас настройки. Настроек не очень много, но сейчас я вам это более наглядно покажу, потому что сейчас покажу вам более интересное. Если мы опустим шторку, здесь мы можем отрегулировать яркость, звук, Wi-Fi, Bluetooth, а также здесь у нас имеется 4 иконки. Если мы ее включим, то у нас появляется здесь иконка на рабочем столе. Это у нас скриншот экрана. Далее мы также можем включить запись экрана. Эта запись потом сохраняется в памяти прибора. Изменить ориентацию экрана. Изображение переворачивается. Это необходимо для того, что у нас разъемы подключения находятся только с одной стороны. Если нам удобно, чтобы подключение было сверху, тогда мы переходим в такой режим. Если же нам более удобно, чтобы подключение было снизу, тогда переводим экран в такое положение. И здесь у нас есть помощник. Как видим, тоже появилась его иконка. И эти иконки мы можем разместить на экране в удобное для нас место. Вот, можем включить запись экрана. Вот, теперь переходим в настройки. И здесь мы можем посмотреть наши записи. Сделано не очень очевидно, но вот здесь находятся наши записи. Настройки экрана блокировки. То есть можем тут поставить либо пин-код, либо пароль, либо графический ключ, либо провести по экрану. Либо если нет, тогда мы можем разблокировать экран только кнопкой включения. Можем вывести изображение на компьютер, на монитор. Техническая поддержка. Инструкция по эксплуатации. Библиотека кодов неисправностей. То есть вы можете ввести необходимый код неисправности, и прибор выдаст о нем информацию.
поддержка автомобилей, программатор ключей, какие автомобили тоже поддерживаются. Здесь мы можем подключить внешние устройства, о которых я говорил. Допустим, эндоскоп, осциллограф, принтер, тестер батареи, гаджет, файловый менеджер и браузер Chrome. То есть здесь мы можем пользоваться сканером как обычным планшетом. Можем посмотреть YouTube. Говорят, что если ездить постоянно с низким уровнем топлива в баке, то сгорит бензонасос. А как это возможно, я сейчас вам покажу. Так вот, давайте посмотрим, как работает наш топливный. Здесь мы можем проводить удаленную диагностику. И то же самое, как в сервисных функциях, мы можем отсортировать в удобном нам порядке. И здесь у нас панель быстрого доступа. Данный прибор без проблем подключался у меня ко всем автомобилям, находился в лоте и шустро их сканировал. Чтобы не отнимать ваше время, я кратко покажу процесс подключения на примере автомобиля Renault Megane третьего поколения 2010 года выпуска. Прибор автоматически сканирует ВИН-код, успешно его находит. Здесь можем выбрать автоматический поиск, выбор вручную или воспользоваться специальными функциями. Мы же выбираем автоматический поиск. Прибор определяет данный автомобиль как Renault Megane 3 и находит 14 систем. После первого сканирования был обнаружен один код неисправности. После устранения самой неисправности пересканируем систему. И кодов неисправности больше нет. Заходим в коды неисправности и еще раз в этом убеждаемся. Что в итоге? Данный прибор лично у меня оставил положительное впечатление. Не только по своим функциям, но также по скорости работы, что обеспечивается довольно хорошим процессором и 4 гигабайтами оперативной памяти. Внутренняя память у этого прибора составляет 64 гигабайта, чего вполне хватает для загрузки всех необходимых марок автомобилей, и при этом можно пользоваться записью экрана. Отличная работа Bluetooth и Wi-Fi и хороший экран. Что касаемо нюансов, то если у вас довольно старый автомобиль, данный прибор с вероятностью 99% абсолютно без проблем с ним справится. Но учитывая его цену, вы не сможете в полной мере воспользоваться всеми его современными функциями, за которые вы заплатили. Ну а если уже у вас более современный автомобиль, тогда однозначно стоит рассмотреть данный вариант к покупке. Но если после того, как вы взвесите все за и против, решите приобрести данный прибор, тогда, как всегда, вы сможете сделать это по ссылке в описании. Тем более вас там ждет промокод на скидку аж $50.